Глава 236. В этот момент все трое одновременно почувствовали приближающуюся снизу волну невыносимого жара и в голос закричали, прибавив скорости: «Осторожно!» В воздух поднялось 7-8 столбов пламени, а внизу, как оказалось, собралось еще больше озлобленных духов. «Фэн Синь, перебрось мне Муцина!» — велел Селянь. Фэн Синь без лишних слов перекинул Муцина принцу, который сразу усадил его себе на спину. «Скорее избавьтесь от них, как же они раздражают!» — посетовал Муцин. «Без тебя знаю!» — огрызнулся Фэн Синь, выпустив сразу несколько стрел. Область поражения этого оружия была намного шире, чем у ударов Селяня и Муцина, которые те наносили вслепую. Волны лавы всплесками поднялись ввысь, послышался визг. «Отлично сработано!» — похвалил Селянь. «Сойдет», — добавил Муцин, сидящий у него на спине. Посовещавшись, разозленные до крайности духи поплыли вперед, чтобы запустить вверх столбы пламени. Несколько таких вспышек, и Селянь заметил, они сожгли участок моста впереди, хотят отрезать нам дальнейший путь. Фэн Синь выругался. «Вашу ж мать, могли бы направить свою сплоченность и совместные усилия на что угодно, но им непременно понадобилось людям вредить. Да вам и через 8000 лет не выбраться из этой лавы, как я погляжу». Стоило ему поднять лук, и духи вновь попрятались. «Хватит браниться, приготовься», — велел Селянь. «Прыгаем». Раз, два, три, на счет раз, они прибавили скорости, на счет два просчитали шаги, а на 3 совершили прыжок. Все трое взмыли в воздух, перемахнули через провал моста и опустились на другой стороне, продолжив бежать дальше. Мост когда-то предназначался для соединения земли с небом, поэтому, разумеется, понемногу уходил наверх, но Селянь несся по нему, чувствуя себя легким, как ласточка. «Подобного с нами троими не происходило уже давно», — заметил принц. «Имеешь в виду сражение плечом к плечу или бегство от смерти?» — поинтересовался Муцин. «И то, и другое все-таки в последнее время это случалось довольно часто», — сказал Фэн Синь. «Правда, но все же настрой совершенно менялся, в зависимости от высказанных или невысказанных чувств». Селянь громко хохотнул, не переставая при этом оглядываться по сторонам в поисках хоть отблеска красного силуэта, однако ничего подобного не находил и потому невольно заволновался. «Сань Лан!» — позвал Селянь. Его голос разлетелся эхом по громадному подземному гроту, однако никто не ответил на зов. Селянь облизнул пересохшие губы. Муцин, который сидел у принца на спине и видел, как тот озирается, помолчал немного и спросил: «Ваше Высочество, неужели он в самом деле так мил твоему сердцу?» Селянь не ожидал столь внезапного вопроса от Муцина. А на его лице застыла растерянность, но уши все равно слегка заолели. При виде подобной реакции Муцин не нашелся с ответом и долго колебался, прежде чем продолжить: «Мне не хочется тебя пугать, но я должен напомнить. Ты не думал, что, возможно, только мы вдвоем переместились на мост?» А собиратель цветов под кровавым дождем не переместился, вмешался Фэн Синь. «Что за ерунду ты городишь? Если здесь оказались только вы вдвоем, то он, разумеется, перенесся куда-то еще». Тут он запнулся, наконец поняв, что имел в виду Муцин. Он говорил не о том, что Хуачен переместился куда-то в другое место, а о том, что он, возможно, упал в лавовый поток. Селянь, вновь облизнув губы, проговорил: «Как такое может быть? Не думай, что это невозможно». Да, собиратель цветов под кровавым дождем — непревзойденный князь демонов, но и безликий Бай тоже, и к тому же первый среди всех. Он хозяин горы Тунлу, это его владение, место, где его магические силы достигают пика. Фэн Синь, многозначительно вытаращившись на Муцина, прошипел: «А ну закрой рот! Что за дурная привычка, разве нельзя хотя бы в такой момент сказать что-нибудь хорошее?» Он же собиратель цветов под кровавым дождем. Муцин и правда перестал нагнетать, но все же объяснился: «Я просто подумал, что нам стоит обсудить, как поступить в случае худшего развития событий».
Перед глазами селяня возникла одна красная точка на игральной кости, да более яркая на бледной ладони Хуачена. Принц не знал, какие подобрать слова, лишь открыл рот, но тут его шаги резко замерли, и бегущий следом Фэн Синь едва не врезался в них с Муцином. «В чем дело?» Стоило вопросу прозвучать, и Фэн Синь понял, что спрашивать не было нужды. Впереди в воздухе мелкими искрами сверкали тысячи, десятки тысяч серебристых чешуек, накрывающих все вокруг. Будто кто-то сверху перевернул драгоценную шкатулку с серебряным порошком. Селянь поставил Муцина и направился вперед. Протянув руку, он коснулся крупной серебристой искорки, парящей в воздухе. Коснулся, осторожно взял и медленно поднес к глазам. Остальные двое тоже подошли ближе, и Фэн Синь произнес: это ведь, Муцин же сказал прямо, останки призрачных бабочек». Из-за излишней прямоты сказанного Фэн Синь вновь наградил Муцина гневным взглядом. Руки селяня едва заметно задрожали, он сжал в ладони испускающий легкое серебристое сияние обрывок крыла и тихо выдохнул. Фэн Синь почесал затылок со словами: «Давайте думать о хорошем». По крайней мере, это значит, что он не свалился в лаву и какое-то время находился здесь, верно, Муцин указал в сторону. А потом с кем-то сразился. И битва была нешуточная. Селянь перевел взгляд в указанном направлении, и его глаза чуть округлились. Все скалы вокруг оказались исполосованы бесчисленными пугающими следами от клинка. Следами от эмина. Каждый из которых уходил глубоко в скальную породу. Селяню и раньше приходилось видеть, как Хуачен сражается саблей, но его стиль всегда отличался легкостью, даже некоторой беззаботностью. Он скорее игрался, чем бился. Но от этих следов исходила истинная жажда убийства. Нетрудно догадаться, насколько непростым оказался его противник, насколько ожесточенной была эта битва. Принц без лишних слов свесился с моста, улегшись на живот. На полотне не оказалось следов падения, а внизу принц не увидел ликующих духов, и лишь после этого слегка успокоился, снова поднялся на ноги и продолжил мчаться вперед. Оставшийся позади Фэн Синь поднял Муцина на спину и бросился следом с криком: «Ваше Высочество!» Селянь задержал дыхание. Потому что не хотел слышать собственные вдохи и выдохи, излишне торопливые, нисколько не размеренные. Для воина сбившееся дыхание находилось под строгим запретом, ведь это не только усиливало нагрузку на тело, но и сбивало сердечный ритм. Но задержка дыхания не помогла, конечности принца неудержимо дрожали, он даже подвернул ногу на бегу и едва не покатился кубарем с моста. Фэн Синь и Муцин даже прикрикнули на него, чтобы соблюдал осторожность. Неожиданно Селянь произнес: «Что это за звук?» Он снова застыл и обернулся. «Вы слышите? Какой-то звук». Фэн Синь и Муцин подтвердили: «Слышим». Слышим звон оружия и взрывов магической силы. Даже небесный мост едва ощутимо задрожал. Впереди темноту прорезали вспышки. Там кто-то сражался, Селянь, едва не падая на бегу, бросился туда. Фэн Синь за его спиной пробурчал: «Твою ж мать, во имя всех небесных божеств, пусть это окажется собиратель цветов под кровавым дождем, иначе, боюсь, он вот-вот сойдет с ума». Муцин бросил: «Поменьше болтай, сейчас все небесные божества даже нас защитить не способны, давай за ним». Ты погляди, как он пошатывается и запинается, только бы не грохнулся кверху задом, прежде чем увидеться с ним. Принц, позабыв, что собирался не дышать, так и пробежал 5-6 ле, слушая собственное сбившееся дыхание. Мост сделал несколько крутых поворотов, и вот, наконец, за последним из них перед глазами принца сверкнул белоснежный свет. В воздухе над концом небесного моста развернулась ожесточенная битва между фигурой в красном и фигурой в белом. Красная фигура держала в руке серебристо-белую изогнутую саблю, демонической тенью мелькая в пространстве грота. То был Хуачен. Он не улыбался, был сосредоточен, на его прекрасном бледном лице виднелся свежий порез, который добавлял живой яркости его пронизывающей суровости. Фигурой в белом, разумеется, оказался безликий Бай.
Он где-то достал длинный меч, а на лице его виднелась все та же маска скорби и радости, наполовину плачущая, наполовину смеющаяся. Вот только она стала немного иной в сравнении с виденной селянем ранее. Маска треснула посередине. Трещина была настолько большой, что не заметить ее казалось невозможным. От самого центра лба она доходила до щеки ниже глаз, так что создавалось впечатление, что маска в любой момент разломится. Оба противника обладали таким мастерством, что разлетались в стороны от одного лишь касания, демоническая ци потоком била вверх, но при этом высвобождалась сила, подобная весу тысячи циней, способная пронзить небеса. Ци меча и сабли кружились в безумном танце, призрачные бабочки наверху и озлобленные духи внизу тоже находились в противостоянии. Стоял такой шум, будто опрокидывались горы и переворачивались море. Каждый раз, когда две противоборствующие стороны обменивались атаками, из бушующего лавового потока внизу поднималась волна на несколько чжанов в высоту, так что к ним никто не мог приблизиться. Фэн Синь и Му Цин, подоспевшие немного позже, от потрясения увиденным застыли как вкопанные, не в силах сделать и шаг. Ни один бог войны при виде такого сражения не смог бы остаться равнодушным. Стоило селяню увидеть, что Хуачен жив и почти невредим, его высоко вздернутое сердце наконец улеглось. Принц едва не рухнул прямо там на землю с громким криком, но заставил себя удержаться. Когда сражаются сильные противники, любая мелочь может определить победителя. К тому же битва разразилась между двумя ныне живущими непревзойденными князьями демонов. Далеко за безликим боем стояла еще одна фигура, и это был советник, которого, разумеется, привел сюда сам безликий демон. Увидев селяня и остальных, Майняньцин с облегчением вздохнул, при этом тоже не осмелился опрометчиво шуметь. Но Хуачен давно заметил принца, на его холодном словно иней и сосредоточенном лице наконец растаял лед и мелькнула улыбка. «Как видно, — произнес он, — ты снова проиграл. Его высочество здесь». И число его соратников не уменьшилось. Селянь, не выдержав, выкрикнул: «Сань Лан!» Хуачен чуть повернулся, отозвался «ГГ», затем его тон вновь сделался предостерегающим: «ГГ, если в следующий раз ты снова куда-то упадешь, я рассержусь». Селянь парировал: «Если в следующий раз ты снова прыгнешь за мной, я рассержусь сильнее тебя». Выражение лица Хуачена от этих слов застыло, будто предупреждение селяня заставило его по-настоящему испугаться. Даже в битве против безликого Бая он не выказывал подобного страха. Безликий демон тем временем, поднявшись в воздух, атаковал Хуачена, обращаясь при этом к селяню: «Синь-Лэ, вам не кажется, что вы двое слишком рано обрадовались успеху и совсем позабыли обо мне?» Глаз на рукояти Эмина, заметив селяня, принялся бешено вращаться. Хуачен вскинул руку, чтобы отразить атаку. Принц услышал громкий звон металла, и его сердце беспокойно повисло в воздухе.